Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, зима 2023-2024 года. Месяца декабрь, январь, февраль. Как изменится моя жизнь? Давайте узнаем, какие будут перемены за эти 3 месяца зимние. Может быть, как раз начиная с декабря. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. И напомню, что вы козероги стихия Земли. И у нас в Тельце это тоже стихия Земли, и для вас это проигрывается, может быть, наиболее так остро ощутимо, как и для Тельца в данный момент. Так вот, в знаке зодиака Телец две серьезные планеты, Юпитер и Уран, пробудут в ретро-движении до конца года. Значит, вот неважно, если вы меня смотрите еще в 2023 году, неважно какой период, но вот какие-то истории из прошлого или какая-то ситуация жизненная может о себе не просто напоминать, а это, знаете, мои дорогие козероги, вот в чем-то мы должны закрыть гештальт. Словно с каким-то вопросом разобраться в 2023 году для того, чтобы получить совершенно другой старт уже в 2024. Ну, давайте мы с вами узнаем. И у нас сегодня две колоды. Первая колода основная, на которой мы достанем 3 карты. Это колода добра. И вторая колода у нас Таро истока. Дополнительная. Будем смотреть по основным сферам жизни. Неожиданности будем смотреть. Так вот, может быть, эти 3 месяца в последовательности и не проиграются как по картам. Может быть, это вообще будет что-то одно. Но, тем не менее, как изменится моя жизнь, давайте мы зададим такие вопросы. Попробуем помесячно хотя бы предположить развитие событий. Может быть, альтернативное. Итак, декабрь. Как изменится ваша жизнь, мои дорогие козероги? Как изменится ваша жизнь январь 2024 года? Какие события произойдут у вас в феврале 2024 года? И колода истока, Таро истока. Мы посмотрим по основным сферам жизни, не без этого. В целом энергии. Итак, первое. Дела, работа, бизнес. Даже если вы не работаете, все равно чем-то же вы занимаетесь. Какие-то все равно либо задачи перед собой ставите, может быть и хобби, может быть и творчество. Финансовая энергия. Что с деньгами? Посмотрим, что в личной жизни, а позже мы их раскроем, эти карты, именно на личную жизнь. Какие неожиданности, может быть, внезапные какие-то события. И какие приятные, радостные события войдут в нашу жизнь, что доброго, хорошего, светлого будет, или что нам будет помогать. Что-то тут у нас выскочило, давайте посмотрим. Вот смотрите, карта башня. У кого-то из вас может проигрываться вот эта самая башня. Вот как я только что сказала, закрыть какой-то гештальт. Хотим мы того или нет, обратите внимание, в этой колоде карт башня, в общем-то, на башню не похожа, но какая-то фигура нам показана, верхняя часть больше, чем нижняя. Есть определенный перекос. Вот так и иносказательно, аллегорически нам карта хочет передать то, что есть в вашей жизни какая-то история или какая-то важная тема, которая словно перегрузка. Вот и, может быть, обстоятельства вашей жизни сложились так, что не может быть что-то к продолжению. Никаким образом вы сами чего-то уже не хотите, и пришло время что-то менять. По этой карте иногда проходит такое значение, когда нам как будто нужно срочно выйти либо из какой-то создавшейся ситуации, или из конкретного положения, или иногда обстоятельства непреодолимой силы. Так вот, если мы про обстоятельства непреодолимой силы, то это меня вот смотрят, например, люди из разных стран, и у кого-то, правда, ведь обстановка на самом деле опасная. Так вот, мы по этой карте успеваем спастись. Как будто успеваем запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Но будем реалистами. Нужно, знаете, как будто в этот период, наверное, зимний, не будет каких-то мелочей.
Вот то, что нам кажется несущественным или каким-то неважным, да, на самом деле может, знаете, быть началом какого-то серьезного дела, процесса. Поэтому внимание к мелочам и к реальности. Ну, это то, что выпало само, выскочило нам. Видимо, кому-то важно это услышать, может быть, и не для всех. Не для всех же эта карта, а как будто вот, ну, вот, у кого подобное что-то проигрывается, значит, эту информацию я должна была донести. Итак, мы смотрим карту совет, да, чтобы подвести итог, мои дорогие козероги. Итак, итоговая карта, что она нам для всех козерогов скажет. Ну, давайте будем открывать, смотреть. Декабрь, королева воды. Это карта мудрости, это карта, безусловно, интуиции. Прислушайтесь к вашей интуиции. Иногда это может свидетельствовать, на что в декабре мы будем заниматься, может быть, вопросами личной жизни. Может быть, какая-то ваша личная история, потому что часто проходят наши супруги или какая-то семейная ситуация. И неважно, кто меня смотрит, мужчины или девушки, женщины. По этой карте есть такой момент, когда само по себе течение жизни, оно не будет каким-то ускоренным. Или что-то быстро, может быть, развиваться. По этой карте, знаете, больше самодоверия. Если мы говорим про интуицию, что такое интуиция? Это где-то наш прежний опыт, который мы могли забыть какую-то ситуацию, но это осело все равно в нашей душе. И, может быть, учит нас быть добрее к собственной душе, к самому себе. Это про любовь к самому себе, о заботе, опять же, о самом себе. Это больше состояние как целителя, но, опять же, и сострадание к собственной душе. Это карта эмоциональной безопасности. Поэтому не бойтесь каких-то эмоций. Их как будто надо, даже если они были деструктивны, их надо переключить, но где-то сделав фокус на себя. И похвалить себя, что какую-то ситуацию вы выдержали или вопрос какой-то решили. То есть посмотреть на себя не с позиции, может быть, ну, где-то осуждения или разочарования, что «ох, я не смог, не смогла сделать там или совершить какое-то дело», да и бог с ним. Если что-то не сложилось на этот период уже, к зиме, к декабрю, значит и не нужно было. Мы можем что-то сожалеть, но мы люди, мы не сможем растянуть сутки больше, чем на 24 часа. Или мы не сможем проучаствовать во всех делах, может быть, которых мы хотели бы. Поэтому нужно видеть реальность какую-то. И вот такое самодоверие нам дает удивительные возможности увидеть себя как будто самого в этом бушующем океане изменений или перемен, они будут в 2024 году. И знаете, когда мы себя где-то не подгоняем, не муштруем, не наказываем, не воспитываем, а больше самодоверия и добра к собственной душе. Видимо, для вас, пусть по этой карте, да, есть философия, безусловно, но, видимо, карта хочет сказать, что для вас, козероги, вот доброта, любовь к себе, забота о себе. У кого-то, может быть, и о собственном, не только душе, но и о теле какие-то вопросы выйдут. Может быть, для кого-то из вас вы вот так подумаете, а неплохо бы заняться действительно профилактикой собственного здоровья, тем более период как раз такой не самый благополучный, скорее мы тут склонны к каким-то простудным заболеваниям, к чему-то такому. Карта об этом не говорит про заболевания, но как будто мы должны заняться профилактикой, вот это будет тоже хорошо. Ладно, много сказала, давайте смотрим, что же у нас январь. И, наверное, не случайно все то, что я сейчас говорила, для вас будет важно. Карта правосудия. Здесь как будто что посеешь, то и пожнешь. Или как аукнется, так и откликнется. Какая-то действительно прежняя ситуация уже в январе будет для вас постепенно разрешаться. От наших приложенных ранее усилий мы получим какой-то результат, безусловно. И карта призывает нас быть честными с самими собой. Душевного баланса в первую очередь это тоже карта. И еще это карта кармы, или мы говорим закона причины и следствия. Вот почему, как в той поговорке, аукнется, откликнется. И здесь может быть двояко.
то, как мы раньше что-то сделали, и теперь мы получим результат. С другой стороны, мои дорогие козероги, опять же, с учетом карты королева воды, предыдущая, и о добре, о любви к самому себе. Так вот тут, скорее всего, сочетание этих двух карт может как раз говорить о том, что мы долгое время себя ставили где-то на вторые роли. Или задвигали себя в угол, или говорили себе, ну вот я сейчас сделаю вот это дело, а потом я вот сделаю что-то, предположим, для себя. Это может быть как ваше хобби, или желание чем-то заняться, у кого-то поменять работу, или просто ваш образ жизни, который вы хотите поменять. Может быть, обустроить что-то дома, или сделать более комфортным свое жилище. Ведь это очень важно, если мы говорим про заботу о себе. Это то место, куда мы приходим восстанавливать силы, где нас никто не теребит, где никто над нами не давлеет, на психику не давит, будем говорить. Это вот все для вас имеет значение в течение зимы. И по карте правосудия. Если прежде вы что-то сделали слишком хорошо кому-то, а как-то оно откликнулось в ваш адрес, тоже, но не конструктивно, или не было взаимообмена достаточного, время делать выбор. Вывод какой-то. Поэтому карта правосудия здесь у каждого проиграется по-своему. Почему быть важно добрее к самому себе, да, где-то себя не загонять в угол, но и в то же время увидеть реальность вот такой, какая она есть. Может быть, с мелочами, может быть, что-то разочаровывающее, но просто принять как данность. Февраль, давайте посмотрим, как изменится ваша жизнь. Но тут уже будет полный вперед какой-то по двойке огня. Мы можем иметь свое мнение отличное от других. Посмотрите, нам жираф показан, да? И карта такая светлая, и много солнца в ней, да и огонь это где-то уже та энергия, по которой мы начинаем действовать. Но еще двойка огня, и не совсем о действиях, но вот как раз о каких-то новых планах, о том, что мы хотим осуществить. Это карта амбиций, в принципе. Почему и жираф у нас высокий. И, видимо, вот такая перезагрузка, какие-то выводы, может быть, выборы, у кого-то и так проиграется, нам откроют совершенно новые возможности. Больше вдохновения, больше, знаете, позитива какого-то у вас будет в феврале, вы будете ощущать, что словно жизнь моя идет на подъем. Это внутреннее состояние души. И, видимо, нужно начать с доброты по части самого себя, любви к себе, чтобы потом прояснить окончательно какую-то ситуацию или закончить, завершить какое-то дело. У кого-то может быть декабрь, январь или конкретно январь. И вот, пожалуйста, этот самый старт уже как будто в феврале будет намечаться. Но мы еще не ускоряемся в феврале, потому что нам как будто придется либо вопрос какой-то решать, который может быть отчасти, ну, где-то не очень быстро сам по себе развиваться. Или нам придется где-то договариваться с людьми. Все-таки двойка – это дуальность, есть какой-то диалог. Может быть, для того, чтобы наш какой-то план удался, или мы окончательно вышли из какой-то ситуации, мы должны быть, ну, более гибче где-то. Да, есть такое, когда мы пытаемся усидеть словно на двух стульях. Вот по двойке, потому что есть взаимодействие, но, видимо, сторону оппонента или что он думает, или где-то, ну, так вот, если мы говорим про гибкость, на какой-то компромисс, может быть, нам и придется где-то пойти для того, чтобы сохранить что-то наиболее важное. Поэтому карта нам и уже как будто предупреждает, чтобы мы к этому где-то были готовы. Потому что у вас по двойке огня что-то очень важное в феврале будет стоять на повестке дня. И это должно быть продолжено и, может быть, в дальнейшем осуществлено окончательно. Поэтому какие-то помехи вы можете уже здесь убирать словно. Может быть, придется и Соломоново решение словно принимать. Ну, давайте мы посмотрим. Дела, работы, бизнес, королева чаш. По сути дела, это королева воды, которая все знает. Она просто глядит в воду, доверяет самой себе. И карта нам снова повторяет все то же самое, что я сказала по королеве воды. Повторяться я не буду. Для вас важно самодоверие, мои дорогие. И это выпадает дела, работа, бизнес. Не совсем здесь про амбиции. Все-таки по королеве воды часто идет
знаете, как бы личность, которая, чтобы себе не навредить, больше с позиции серого кардинала будет действовать. Нет огня в этих картах, обратите внимание. Хотя, по сути, одна карта, но обе имеют холодные тона. Вода, какой-то нейтралитет. Значит, не позволить людям зацепить себя эмоционально. Для вас будет важно. Для вас, может быть, где-то отступить полшага назад, даже если вы правы. Но вот, понимаете, внутреннюю целостность какую-то сохранить, не дать, может быть, людям вас разрушать словно изнутри. Вот такой аспект психологический, мои дорогие козероги, две карты об этом. Наверное, может быть, и не зря, что я тут эту философию так подробно рассказывала по первой карте королевы воды. Это как будто для вас основа вашего дальнейшего успеха. Что по финансам? Шикарно. Карта заслуженного успеха, что наши все действия в конечном итоге приведут к успеху, к удаче. Таким или иным способом. Или мы где-то тут, ну, скажем, подвинемся в каком-то вопросе, чтобы что-то глобально важное у нас не сорвалось с крючка или решился какой-то вопрос. У кого-то будет вопросы о переезде, о смене места жительства. Может быть, купля-продажа какая-то. По этой карте просто нас ожидает успех, потому что мы настойчивы, не без мужества, идем вперед. Мы знаем, что у нас получится это дело. Абсолютная уверенность в собственных силах. И даже если обстоятельства складываются, ну, не буквально вот с точкой, как мы этого хотим, или какие-то внезапности, как будто нас могут тоже ожидать, но так или иначе дорогу осилит идущий. И поэтому успешное завершение любого проекта, или по этой карте может быть и смена работы, получение должностей, новые какие-то горизонты, как в достижении, да, здоровое честолюбие, если мы говорим, или наши, опять же, амбиции, они будут восполнены. И в конечном итоге мы получим финансовый эквивалент. Но именно карта прогресса на финансы. Но, видимо, есть то, в чем мы должны подвести знаменатель. От чего-то, видимо, отказаться. Или увидеть какую-то реальность. Давайте мы посмотрим, что в личной жизни. Королева жезлов. Ну вот здесь где-то про огонь. Это наши идеи, то, что мы хотим осуществить. И здесь, безусловно, у каждого по-своему. Вот давайте мы достанем для тех, кто в паре. Первая карта у нас будет. Может быть, это супруги, а может быть, просто вы не оформили ваши отношения, но проживаете вместе. Вот давайте мы достанем такую карту. Что для вас на зимний период? Королева мечей. Вот в этой колоде карт королева мечей – это полная ресурсность. Очень сильная позиция. Нежелание где-то себе замыливать глаза эмоциями. Желание как раз увидеть, что есть по факту, правда? И тут разные могут быть вопросы. С учетом того, что нам сказали про сильную позицию, здесь это, знаете, будет ваше состояние таково, психологическое, опять же, больше с позиции, когда я хочу, чтобы было осуществлено где-то так, как я именно представляю решение данного вопроса или разрешить какую-то проблему. И как мы сами по-честному относимся, так мы честности хотим и как будто с обратной стороны. Будьте аккуратны, если в вашей судьбе, если в вашей паре все идет хорошо, то несмотря на эту позицию жесткую, мы не должны где-то быть чересчур, может быть, прямолинейными, потому что по этой карте идет такое значение, когда бойтесь меня те, кто собирается со мной хитрить. Я могу одной фразой закончить все наши отношения. То есть вот есть такой момент, когда мы действительно можем словно отрезать раз и навсегда. И безапелляционно вам будет где-то этого хотеться, не поддаться импульсу, хотя сама по себе королева мечей, она не совсем про импульс. Значит, опять же, какая-то история, которая тянется из прошлого. Но тогда, если отношения дороги, надо их, ну, так где-то элегантно решать, я бы сказала так. Но во всех остальных вопросах, у кого-то ведь это может быть просто не совсем про любовь карта, а когда есть конкретное дело,
Или по работе, например, вы чувствуете, что удачный период построить карьеру. Тогда вы больше времени будете уделять работе. Вот такое тоже у кого-то может проиграться. И я могу сказать, не случайно у нас еще и королева жезлов. Скорее всего, ваши планы, они реализуются. Нам уже об этом говорили. Но другой разговор для тех, кто в паре. Посмотрите, две королевы. Словно за вами могут наблюдать, за вашей семьей или за вами самими. А если в отношениях есть какие-то шероховатости, могут быть и сплетни. Поэтому не рассказывайте о себе много. Постарайтесь держать, наверное, действительно какой-то нейтралитет. У нас и королева чаш выходит, как бы пусть дела, работа, бизнес. Действительно, у кого-то и личная жизнь как пункт номер раз может быть в зимний период. Но помните, что люди могут, даже вы с кем-то поделились, а потом ваши мысли или вот ваши чувства, которые вы кому-то рассказали, может быть в какую-то душевную минуту слабости, потом могут быть перевернуты, но на 180 градусов. Поэтому держать вот эту сильную позицию вам все-таки придется, о себе много не рассказывать, дабы не плодить ненужные какие-то разговоры. И зависть, может быть, вот этот момент. Учтите, мои дорогие, как мужчины, так и женщины, и девушки. Все-таки если всех вместе, то уже три королевы у нас есть. Для тех, кто в сложных отношениях, давайте мы посмотрим. Может быть, примириться есть возможность. Ну, вот она и четвертая королева. Мои дорогие козероги, уж не знаю, так вот редко бывает, чтобы взяли из одной колоды, мы достали всего ничего, несколько карт. Но это все четыре дамы. Это ваша сильная позиция, посмотрите. Это ведь ваша карта, сигнификатор. Королева монет, та, которая из хаоса умеет создать порядок. Та, которая в самой патовой ситуации найдет выход. Та, которая умеет свою мечту воплотить в реальность. И для вас нет ничего невозможного. И значит, для тех, кто в паре, может быть, или в сложных отношениях, или пусть это не совсем пара, вы расстались, или есть какая-то ваша прежняя история, которую бы вы хотели, предположим, вернуть назад. У вас получится. Но вам нужно будет обойти явно какие-то досужие мысли разных людей, какие-то ненужные разговоры, может быть и сплетни, оставаться на своей волне. Мои дорогие козероги, оставаться на своей волне вам для всех, как будто сразу можно сказать, с учетом этих четырех карт, будет правильная позиция. И никому ни слова не говорить. Даже если люди будут словно выпытывать, а расскажи, а что у тебя в личной жизни? Или бывает такое, а расскажи. Я не знаю, как у мужчин это проигрывается, наверное, тоже проигрывается. Но у женщин мне это ближе часто бывает. А как у тебя с ним? А что у вас там в вашей личной жизни? Вот вроде бы и человеку нет дела, а кому-то очень любопытно. Поэтому не удовлетворяйте чужое любопытство. Оно вам крепко может помешать. Оставайтесь опять же на своей волне. У вас ресурсная дважды позиция. Кто бы меня ни смотрел. Хоть на отношения, когда все хорошо, хоть на те отношения, где много вопросов. Для тех, кто один или одна, новое знакомство. Возможно, императрица. Возможно, мои дорогие. Или, если меня смотрит мужчина, вы можете встретить женщину, в которую вы влюбитесь. Причем это не будет та любовь, которая страсть. Это будет что-то искреннее, надежное. Такое же, как вы, наверное, сами, козероги, надежные люди, трудолюбивые. Для кого-то из вас, если меня девочки смотрят и женщины, это ваша какая-то другая совершенно позиция. Конечно, это старший аркан, императрица. У кого-то может проиграться как очень перспективный период по вашему творчеству или вашим делам, создать скреативить словно что-то новое для себя. Это как новое я в себе открыть. Но мы смотрим на знакомство по карте императрицы, возможно. А у кого-то это известие о беременности, мои дорогие девочки. И так может быть. Идем дальше. Каковы неожиданности? Да нет этих неожиданностей. Карта жадины. Четверка монет. Да, и нам показано, посмотрите, очень ярко так прорисовано, хотя карта бледная такая достаточно, да, чистая, я бы сказала, много снега, какой-то шалаш стоит.
А в шалаше лежат пентакли, поэтому даже если вокруг пурга и вьюга, если даже какой-то холод, как в отношениях, как в каких-то делах, словно есть стопор, вообще период достаточно спокойный сам по себе, зимний, и нам здесь зиму и показывают, то для вас как раз все стабильно. Нет этих неожиданностей. Мы как будто можем их, по крайней мере, предотвратить. И все же это у нас монеты, мы больше сохраняем, как недвижимость, только в плане улучшения, как финансы. Может быть, это у кого-то будет касаться и отношений, если есть что сохранять, у нас все-таки императрица. Наши идеи какие-то на будущее, здесь будет для вас важно все. Что же за приятности у нас? Карта отшельник. Ну, по этой карте, когда мы хотим действительно сделать так, как мы хотим, это старший аркан. Это карта мудрости, это карта словно прозрения, это карта, когда, знаете, словно передышка какая-то. Сам по себе период, мы уже сказали, достаточно спокойным. И, может быть, для вас это будет великое благо, когда не нужно себя подгонять. В каком-то спокойном ритме будут решаться вопросы. Может быть, это, знаете, в каком-то деле, в теме вы придете к выводу, а мне вообще этим заниматься не хочется. Или, вот как мы говорили с вами, дела, работа, бизнес, и я сказала, больше с позиции серого кардинала. И с учетом карты отшельник, это вот эта энергетика вам будет помогать. Когда мы себя не тормошим и дела какие-то не ускоряем. В этот период, если что-то не сложилось, то первый вопрос, который мы должны себе задать, а надо ли вообще этим заниматься? Пространство таким образом может давать подсказки. Поэтому какая-то перегруппировка, какая-то реорганизация, спокойный период жизни, это нам все помогает. Опыт, интуиция и мудрость. Явных помех нет. Вот я люблю эту карту именно за это. В любой колоде по карте отшельник, это когда мы действительно на своей волне. И вот то, что я сказала, о себе не рассказывайте, но много наблюдайте, как ведут себя люди, что они сказали, а что сделали, как развиваются события. Подмечайте мелочи, их не будет в этот период. Карта совет. Паш чаш. Мы словно учимся чему-то. Учимся строить, может быть, новые отношения или те отношения, которые уже сложились, как будто с новым, ну, импульсом, вдохновения могут быть, у кого уже все хорошо, допустим, в паре. Или это может быть какое-то творчество. По этой карте хорошее настроение важно будет в себе самом или самой сохранять. По пажу чаш это какие-то приятные события. Это, знаете, оптимизм. Может быть, для кого-то проиграется, как в отношениях. Мы говорим, у вас выпадает карта императрица, может быть, новые отношения, и иногда проигрывается в этой колоде начало близости. Ну, что-то у вас такое интересное, мои дорогие козероги, может проиграться в течение зимнего периода. Это как начало нового пути, вот правда. Может быть, как и будет касаться ваших амбиций где-то, и будет для этого как будто и время, и место, но для кого-то в личной жизни какие-то очень приятные моменты, когда вы будете чувствовать себя абсолютно счастливым. Есть повод для радости, есть повод гордиться собой, есть и то, что нужно оставить действительно в прошлом. И уже, видимо, в феврале какая-то ситуация у вас определенно точно, уже в январе вы сделаете выводы, а в феврале вам не захочется оглядываться назад. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.